вначале, конечно же, мы замесим тесто. Вот все ингредиенты перед вами. Перед тем, как начать замешивать тесто, очень вам рекомендую дать дрожжам раскрыться. Для этого примерно 200 мл воды заливаем в тарелку. Добавляем сюда чайную ложку сухих дрожжей. Это примерно 7 грамм. И чайную ложку сахара. И затем это все хорошенько перемешаем. Оставляем минут на 15-20, чтобы дрожжи раскрылись. Вы увидите, что образуется пенка здесь на поверхности. Прошло около 20 минут, и посмотрите, образовалась вот такая пленочка. Начинаем замешивать тесто. К муке добавляем чайную ложку соли и перемешаем. Затем заливаем эту смесь. Чуть-чуть дополнительно воду добавим, чтобы ничего у нас здесь не осталось в тарелке. Разбиваем одно яйцо и начинаем рукой замешивать тесто. Здесь у меня дополнительная вода, и добавляем по мере необходимости. Посмотрите, здесь еще достаточное количество муки, которая еще не вмешалась в тесто. Это значит, что нужно добавить дополнительно воду. Добавили и опять размешаем. Посмотрите, вся мука в тесте, но тесто не очень-то и притягательно выглядит пока. Для этого и для того, чтобы все вот это подчистить, мы добавляем дополнительно растительное масло. Тоже добавляем по чуть-чуть. Наливаем 1 ладошку растительного масла и продолжаем работать с тестом. Еще добавляю примерно 1 ладошку растительного масла. Вот и все, тесто готово. Посмотрите, какое чудесное тесто у нас получилось. Теперь накрываем крышкой и ставим в теплое место на какое-то время, может быть час-два, зависит от температуры на вашей кухне, чтобы тесто увеличилось минимум в 2 раза в объеме. И затем продолжим. Посмотрите, вот у нас осталось 80 мл воды и около 10 мл растительного масла. То есть на приготовление этого теста, на эту муку у нас ушло 320 мл воды и около 40 мл растительного масла. Но всегда смотрите по своей муке, пожалуйста. Колебания будут небольшие, может быть чуть больше или чуть меньше. Посмотрите, как тесто прекрасно поднялось. У меня на это ушло около 2 часов, так как на моей кухне не особенно и жарко. Теперь я вам очень рекомендую разомнуть это тесто и оставим еще на какое-то время, чтобы тесто повторно поднялось. Также накрываем и ждем. Пока тесто повторно поднимается, подготовим начинку для аджарских хачапури. Конечно же, лучше всего к грузинским хачапури подойдут грузинские сыры, но не всегда есть возможность найти их. Я, например, живу в Лондоне, и найти грузинский сыр здесь очень-очень трудно. Поэтому берите сыры, которые вы любите, которые вам нравятся. Вот у меня здесь сыр моцарелла, чеддер, это очень популярный английский сыр, и мягкий сыр рикотта. Рекомендую добавить мягкий сыр, любой мягкий сыр. Если же у вас нет мягкого сыра, добавьте немного молока вместо этого, чтобы немного размягчить это все. То есть берете любые сыры по вашему вкусу, какие сыры вы предпочитаете. Конечно же, если больше видов сыра в начинке, то и, соответственно, начинка будет вкуснее. Теперь смешиваем это все в одной посуде, и начинка готова. Желательно добавить к начинке 1 или 2 яйца. Посмотрите, какая консистенция должна получиться. Вот такая немножечко жидковатая должна быть, не сухая.
Все, начинка для аджарских хачапури готова. Теперь дожидаемся, пока тесто повторно поднимется, и продолжим. Прошел еще час с небольшим, и посмотрите, как прекрасно наше тесто повторно поднялось. Нам осталось только разделить это тесто на нужное количество грамм и начать готовить наши аджарские хачапури. Аджарские хачапури можете сделать любого размера, по вашему желанию. Зависит от вашего аппетита. Так как обычно один аджарский хачапури бывает рассчитан на одного человека. То есть я разделю сейчас это примерно на 200 грамм каждый кусочек и начну готовить. Посмотрите, я разделила на 5 хачапури, 4 по 200 грамм. И вот это маленькое 120 грамм для моей дочки. Берем тесто и вот так вот сформируем из него вот такой шарик. Следующее берем. Теперь накрываем кухонным полотенцем и оставляем еще минут на 20-30, чтобы они еще отдохнули. Я вам покажу два способа подготовки аджарских хачапури. И вы сами потом выберете, какой вам больше подходит. Итак, для начала нам нужно придать этому кусочку теста прямоугольную форму. Пользуемся мукой обязательно. Можно взять скалку. Первый способ заворачивания аджарских хачапури вот такой. Берем начинку, кладем на тесто. Начинка и тесто примерно должны быть одинакового веса. Можно взять начинку чуть больше даже. И теперь вот так вот равномерно распределим по всей поверхности теста. И теперь вот эти края с одной и с другой стороны начинаем сворачивать трубочкой. Смотрите как. И то же самое сделаем с этой стороны. Вот эти вот два конца соединяем в середине. Должна получиться вот такая лодочка у нас. Ставим в предварительно разогретую духовку до максимальной температуры, у меня это 230-240 градусов, и выпекаем до готовности, примерно около 15 минут. Мне понадобится, вам может понадобиться больше или меньше, в зависимости от вашей температуры. Теперь переносим хачапури на горячий противень, чуть-чуть обсыпем мукой и ставим в горячую духовку выпекаться. И второй способ, точно так же придаем тесту прямоугольную форму. Во втором способе мы вначале придадим тесту форму лодки, а затем уже добавим начинку. И соединяем вот здесь на концах. И теперь в середину мы кладем начинку. Хачапури готово пойти в духовку. Когда хачапури уже готово, вот так вот сделаем небольшое углубление вот здесь. И добавляем один желток. Закрываем и оставляем еще на 1-2 минуты. Хачапури готово. Теперь добавляем сюда кусочек сливочного масла, переносим на тарелку и начинаем кушать. И теперь самое главное. Знаете ли вы, как правильно кушать аджарские хачапури? Можно перемешать вот эту вот всю начинку. Отламываем конец хачапури. Макаем в эту начинку. И пробуем. Очень вкусно. И точно так же с остальными кусочками. Обязательно приготовьте. Приятного аппетита! Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.